Привет! Сегодня я нахожусь в одном из моих самых любимых мест в Австралии и, наверное, на этой планете, которое называется Тасмания. Я была в Тасмании уже несколько раз, 4 раза, если мне не изменяет память. Я уже записывала видео про города Тасмании, про национальные парки Тасмании. Если хотите их посмотреть, ссылки я оставлю обязательно в описании. Почитав комментарии к предыдущим видео, я поняла, что людям не хватило больше вот именно видеосъемки в городах, в том числе в Хобарте. И вот как раз сейчас в Хобарте я и нахожусь. Здесь мы находимся с компанией и планируем провести 4 дня. На 2 дня мы остановились в Хобарте, мы сняли здесь отель. Кстати, отель я покажу через минуту. Он действительно очень классный, недорогой по цене и находится прямо в самом центре города. После этого мы планируем взять машину на прокат и поехать через весь остров в город Лансестон. Конечно же, по пути мы будем останавливаться, любоваться красотами этого острова и потом погуляем по Лансестону. Такое получилось длинное вступление. Обязательно оставайтесь со мной, если вам интересно все это посмотреть. Вот такой классный номер у нас в Хобарте. Он двухэтажный, с балконом. Тут даже есть какой-то музейный экспонат. Не знаю, что это такое, какая-то пыточная машинка. Но похоже на музейный экспонат. Есть балкон. Вид на такой пустой дворик. Никого нет вообще вокруг. Сегодня людей очень-очень мало. А с погодой повезло. Вот у нас солнышко. Вот так это выглядит. И вот там на 2-м этаже 2 спальни. Еще одна ванная. Здесь уже есть 1 туалет. И теперь, если подняться на 2-й этаж, здесь ковролин. Вот в эту сторону душевая. Здесь 1 комната. Здесь еще 1 комната. И вот тут у меня полотенце висит. Но если вот так, то как раз вид вниз. Вообще очень классно сделано, мне очень понравилось. Ну и сама комната. Окно на крыше. Здесь есть такой лайфхак с крючочком. Такая палка. Все очень просто. Зацепляешь и поднимаешь наверх. И вуаля, много света и экономия электроэнергии. Меня часто спрашивают, почему я люблю Тасманию. И я, честно говоря, даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Понимаете, здесь сама атмосфера какая-то невероятная, сказочная. Все как будто бы как с картинки. Хобарт просто потрясающий город, который расположен на берегу очень красивой бухты. Ну вот вы просто посмотрите вокруг меня, где я сейчас стою. Это самый центр. Здесь куча яхт. Вид просто невероятный. Да, конечно, в Тасмании достаточно непредсказуемая и капризная погода. Прямо сейчас я ощущаю на себе дыхание ветра с Антарктиды, несмотря на то, что в остальной Австралии уже довольно-таки жарко. Но мне даже эта свежесть очень нравится. Мы решили не брать машину в первые 2 дня, а посвятить их исключительно освоению Хобарта. И здесь действительно есть где погулять, есть на что посмотреть. Учитывая то, что мы остановились в самом центре города, на улице Хантер-стрит, здесь все в шаговой доступности. Куча кафешек, ресторанов, знаменитый Саламанка-маркет. И вот эта прекрасная набережная, где можно гулять и гулять. Также здесь вокруг есть музеи, и даже некоторые из них бесплатные. Просто нужно смотреть внимательно, какое у них время работы. Заканчивать они могут достаточно рано. Вот, например, один музей закрывается в 4, другой в 5. Сейчас шла в одну сторону, было так хорошо и тепло. Солнышко пригревало. Я даже сегодня уже загорела, просто здесь гуляя. И вот сейчас я развернулась и иду в другую сторону. Меня просто пронизывает холодный антарктический ветер. Но ничего, когда это нас останавливало. Нам повезло, и как раз в этот день работала ярмарка со всякими местными вкусностями. Вот, например, мой папа даже решил попробовать джин местного производства. Это сделано из хлебный, хлебный. Пшеничный.
Кстати, интересно. Very smooth. Да. Она такая приятная, не резкая. Не резко? Прямо рядом с нашей гостиницей мы нашли очень уютную пивоварню, где и провели остаток вечера, дегустируя пиво у огня и играя в игры. Мы взяли попробовать 4 разных вкуса. Все пиво оказалось нормальное, кроме вот этого. Оно такое кислючее, но оно на самом деле интересное, у него какой-то вкус. Я даже не пойму, нравится оно мне или не нравится. Но оно действительно, я такого никогда еще не пробовала, честно сказать. Для тех, кто смотрел этот фильм, они поймут. Here's Johnny. Hey, good one. На следующий день мы решили выбраться из Хобарта и отправились в старинный городок, который называется Ричмонд. Это старинный город всего в 30 минутах езды от Хобарта, но так как у нас не было машины, арендованной на эти дни, мы решили заморочиться с общественным транспортом. Так вот, знайте, что в Хобарте и вообще в Тасмании с общественным транспортом дела обстоят не очень хорошо. Здесь есть автобусы в основном, и они ходят по специальному расписанию, и это может быть достаточно редко. Вот на примере сегодняшнего путешествия из Хобарта в Ричмонд автобус ходил каждые 2 часа. И, например, если мы пропустим сейчас автобус, то следующий придет только через 2 часа. Ну, либо нужно заказывать Uber, который будет стоить недешево. Здесь очень мило и уютно. Вот этот мост был построен в 18 веке силами заключенных. Мост в прекрасном состоянии и является главной достопримечательностью города. Мы немного погуляли по Ричмонду, зашли во всякие сувенирные магазинчики, и теперь нам предстоит винная дегустация в одной из местных виноделин. Винодельня называется Пулей, и это одна из самых известных виноделин в Тасмании, и, на мой взгляд, она действительно заслуживает особого внимания. Это семейная винодельня, дегустационный зал расположен в историческом каменном доме 1830-х годов. Пино Нуар, вино из виноградников Тасмании. Сейчас у нас дегустация. До этого мы попробовали 4 белых вина. Вот сейчас последний. Место действительно очень приятное. Здесь можно посидеть с бокалом вина на наружной террасе прямо с видом на виноградники. Представляете, мы даже нашли здесь березы. Часто по выходным здесь также работает пиццерия на дровах. В общем, все для того, чтобы отлично провести выходной день. Ну что же, пришло время отправляться в Лансестон, и для этого мы пересекаем всю Тасманию. Очень здорово ехать не торопясь, наслаждаясь красотами и видами пасущихся овец. По пути мы сделали остановку в городе Кэмпбелл, полюбовались на местную церковь и отправились дальше. Лансестон – это второй по величине город Тасмании с хорошо сохранившейся архитектурой XIX века. Одно из моих любимых мест в городе – это ущелье Катаракт, куда мы первым же делом и отправились. Отсюда открывается красивый вид на реку и каньон, вдоль которого ведет живописная дорога. Здесь я, кстати, впервые увидела змею в Австралии.
но ее очень плохо видно на видео, к тому же она от нас быстренько скрылась. Тасмания красива именно своей дикой природой, поэтому на следующий день мы сели за руль и поехали в национальный парк. Здесь очень много национальных парков, и мне кажется, даже не важно, какой конкретно вы выберете. Единственное, нужно помнить о том, что в некоторые парки нужно купить специальное разрешение на въезд, это лучше исследовать заранее. Здесь можно гулять, словно по сказочному лесу, наслаждаясь тишиной и гигантскими папоротниками. После прогулки по лесу мы поднялись немного выше в горы и попали на озеро Pine Lake. Это небольшое, но удивительно атмосферное высокогорное озеро в центре Тасмании. Оно известно своими древними карандашными соснами, которые так и называются – Pencil Pines. Это уникальные деревья, которые растут только в Тасмании и могут жить более 1000 лет. В Тасмании, конечно, очень колоритные маленькие городки, старые домики, красивые рыбацкие порты и суда. Но мне кажется, самое главное, зачем стоит сюда ехать, это ее природа. Очень большая территория Тасмании состоит из национальных парков и очень таких диких мест, в которые ты приезжаешь и чувствуешь, как будто ты, я не знаю, в какой-то необитаемой местности, ну, можно было бы так сказать, если бы здесь не было еще оборудовано все вот такими вот специальными мосточками, местами для прогулок. Но люди максимально старались оставить ее нетронутой, все эти национальные парки, даже деревья. Вот ты идешь, например, дерево упало по пути, и они так из него кусок выпилили и оставили его как есть, просто прорубили кусочек, чтобы была тропинка. Вот, и, конечно же, такие места – это то, для чего, по моему мнению, стоит ехать в Тасманию. Страшно, говорю, офигеть, едут не по той полосе, как надо. Ну, а вообще, как ощущение? Ну, вообще нормально. Нормально? Кверх тормашками. В стране кверх тормашками. Так нет. Теперь там, в России, все это кверх тормашкой. Ну да. Я здесь все нормально чувствую. Ланцестон, пожалуй, не так живописен, как Хобарт, но мне нравится гулять по центру. Я люблю смотреть на кусочки сохранившейся истории, и мне очень нравится сама атмосфера города. Ну что я могу сказать? Тасмания уже в 5-й раз меня не разочаровывает. Это место каждый раз по-новому меня удивляет. И мне кажется, вообще в любом уголке острова есть что посмотреть. Вот даже неважно, какое направление ты не выберешь, ты всегда будешь чем-то удивлен. Ты всегда будешь восхищаться этими бесконечно счастливыми овцами, которые пасутся на бескрайних полях, горами, ландшафтом
красивой природой, озерами, лесами. В общем, я от всей души рекомендую Тасманию всем и каждому. Вы знаете, что самое удивительное? Несмотря на то, что здесь прохладно, но мне такая прохлада даже приятна. И когда выходит солнце, становится прямо даже, можно сказать, жарко. Я думаю, что температура сегодня прогрелась максимум до 20 градусов, и этого было вполне достаточно. Когда я проверяла погоду в Брисбене, уже в 8 утра было плюс 34, и я подумала: господи, как хорошо, что я в Тасмании.